Привет, друзья! Прошу прощения за качество. Дело в том, что сейчас 5:30 утра, 5:30. Я лошара. Я сегодня проснулся рано утром, в 4 часа утра. Такой собрался, в 4:30 выехал, в 5 я был в Бурбанке у себя на работе. Вот, прихожу, подъезжаю на парковку и смотрю, а машин нет. Обычно там полная парковка машин, а сейчас всего там несколько штук. Я понял, что я где-то лоханулся. Вот, я захожу на работу, а мне говорят: ты что, сегодня же выходной, мы же говорили на собрании. Ну, в общем, я где-то что-то не дослышал, видимо. Поехал обратно, спать неохота ложиться, потому что вчера лег пораньше, тревожить домочадцев тоже неохота, и я откликнулся на доставку еды. То есть я не работаю на ней постоянно, но иногда использую ее вот так вот как подработку, или как она удобна тем, что ты можешь откликнуться в любое время. То есть просто нажал приложение и работаешь. Вот, наверное, как такси в России. Я не работал в такси, но, в общем-то, наверное, что-то подобное. У меня 2 приложения: DoorDash и Uber Eats. Вот, я сейчас, я откликнулся по пути назад и ехал, в общем-то, уже как бы на доставке. Вот, мне прилетел один заказ на $5, я его сделал. Вот, там буквально 2 минуты было. И сейчас, ну, я предлагаю вам провести этот день вместе и попробовать мне поездить на доставке и посмотреть, что из этого выйдет. Но сегодня вторник, послепраздничный, и сегодня я не жду больших заказов каких-то. Ну, я не думаю, что можно сегодня нормально заработать, но что-то как-то так попробуем. Итак, вот у нас пришел заказ, извиняюсь, пропустил момент его принятия. На 7:25, правда, еще вроде как чай будет. Ехать 2 минуты. Затем ехать еще минут 5. Ну что, едем в Макдональдс забирать заказ. Так, вот он, Макдак. Вот мы в него подъезжаем. Смотрим, для кого у нас заказ. Нажимаем. Да, нам напоминание, что не забудьте напиток. Carry 3C0. Так, смотрите, нам дали вот такой вот пакетик. Сейчас мы нажимаем, что мы получили его. Просто конец номера 3C0. И смотрим, сколько нам ехать. 2 минуты. Вот наш путь. 2 минуты. Ну что, поехали. Будем. Надо зарабатывать бабки. Так, смотрите, что нам пишет Кэрри. Leave at my door, please leave on mat. Окей. Давайте. Наш дом номер 743. Машины не глушу. Район безопасный. Так. Вот дом номер 743. Оставляем вот здесь вот. Эко-фото. Подтверждаем. 8:25. $5 Customer Tips и 3:25 базовая ставка. Вот моя машина. Кстати, офигенная локация около парка. Ну, в общем, мы заработали с вами 8:25 за 5 минут. Вот, это скорее исключение из правил. То есть это не так, что мы, значит, за час заработаем 12 раз по 8:25, если 5 минут мы потратили на один заказ, потому что сейчас будет ожидание этого заказа. Раньше говорят, что заказы сыпались постоянно. В общем-то, ну, я раньше не работал, я начал работать только когда получил документы свои. Это аккаунты на меня оформлены, то есть я ничего не покупал, никаких левых аккаунтов, и в принципе это не одобряю, хотя я знаю, что это очень такая
Работа на доставке на левых аккаунтах — это, наверное, стартовая работа, наверное, процентов 60-70 всех вновь приехавших, потому что не надо гнуть спину на мувинге, не надо там где-то, я не знаю, ну, в принципе, легкая работа, да. В чем еще плюс этой работы? В том, что они компенсируют. Почему я говорю, что 8.25 это неплохо за 5 минут, но это не на постоянку так. Они, в общем, Дурдаш, он компенсирует до, по-моему, $20 твой заработок, до $20 в час. То есть, если я, например, сижу и час жду заказа, а его нет и нет, я получил всего один заказ на $8, то по итогам недели они мне вот за этот час, за который я сделал всего один заказ за $8, они мне накинут еще 12. То есть они мне добавят до $20. Но я за этот час сделал 5 плюс 8, то есть я заработал уже $13. Ну, то есть, а вот они мне $7 добавят, если у меня не будет еще одного заказа. Если я перевалил за $20, то мне, соответственно, ничего не добавляют. Если я там сделал 19, то мне добавят $1. Ну, то есть это я к тому, что если, грубо говоря, вы весь день вот так вот откликнулись и весь день на доставке, но даже вам заказы не сыпятся, вы все равно получите свои гарантированные деньги. Вот, в этом плане это очень круто. Вот, поэтому, ну, нет у меня работы там, я подработаю здесь, в принципе, без проблем. Без проблем. Ну, теперь, сейчас мне нужно будет, наверное, вернуться туда, в свою зону, где я стоял. Вот, потому что там я, на самом деле, когда снимал первое вот видео вам в темноте, это была парковка Деннис. Деннис — это кафешка такая, она круглосуточная. Сейчас начнутся завтраки, я подозреваю, что сейчас... Она очень популярная, ну, Деннис и Макдональдс, они популярны во время завтраков по утрам. Потому что. Вот, как говорит один полоумный дедушка. Я вернусь, наверное, туда, потому что там больше шансов получить заказ, ехать 2 минуты мне туда. И буду ошиваться там, около Денниса, пока Катя не позовет меня отвезти ее на работу. Так как вторую машину мы еще не купили. Ну, до новых встреч, я буду вас держать в курсе за своих заказов. Извиняйте, я пропустил 9:75. Опять кофейня у нас, но, правда, ехать чуть подольше. То есть нам до туда сейчас ехать 4 минуты, 6 миль. Так, нам дали вот такой пакет. Сейчас подтверждаем, что мы его получили, что мы не забыли напитки. Ну так, далековато ехать, но почти $10. 12 минут ехать. Затем мне написала Катя, что ей к 8 сейчас время. Я разбил телефон, но это другая история. Ничего, он по гарантии мне уменяют. 6:39. То есть, ну, наверное, после этого заказа я вернусь домой, позавтракаю еще раз. Я забирал заказ вон там в Clutch Coffee, а сверху обратите внимание на надпись Russian School of Math. Русская школа математики. Ну, то есть, в принципе, пока не сильно щемит русских, хочу сказать здесь. Вот, несмотря на то, что пропаганда говорит об обратном, даже работает бизнес с большой вывеской «Русский». Ну, поехали. Темпл-Сити. Это соседний город. Я работал там, на Амазоне, в Темпл-Сити. Так, смотрим. Leave at my door. Окей. Берем пакетик. Ставлю эти двери. $9.75. Ну вот мы заработали $3. Сейчас я ставлю на паузу и еду за Катей. Потом продолжим. Итак, высадили Катюшу. Вон она работает вот в этом кафе на улице Нагорного Карабаха. Очень такое пафосное заведение. Вот, а сейчас мы едем на заправку, потому что у меня маловато бензина. Так, мы на заправке. Вот смотрите цены. Наша нижняя цена, но смотрите, так она стоит $2.79. Вводим мою карту лояльности.
становится 2,55. $2,45 теперь наша цена с личной скидкой. Бензин 5,50. То есть это более чем в 2 раза дешевле. На самом деле, если бы я заправлялся как все по 5,50, то на этой машине, конечно, никакая доставка бы у меня не выгорела, потому что, ну, это капец с такими ценами. Но 2,50 это очень круто. Это этанол, машина на спирту, повторюсь. То есть это очень выгодно. Конечно, она ест у меня больше, чем Prius или чем хороший гибрид какой-то маленький. Но я езжу в комфорте. Ладно, продолжим. Итак, мы залили почти 15 галлонов на $36. У меня было в баке почти четверть, чуть-чуть меньше четверти. Ну, то есть примерно полный бак, если в ноль, это примерно $50. Если заправляться бензином, то это $100, конечно. Тут экономики уже будет очень мало. Машина прожорливая, но за счет низких цен на этанол выходит очень даже нормально. И зато смотрите, какая она большая у меня, какая прикольная. И в ней 300 кобыл, повторюсь. Она прет, если надо, она вдавливает сидушку. Ну, конечно, я так не езжу, но я знаю, что у меня есть запас мощности, если необходимо. Ну что ж, поехали работать дальше. Посмотрим, куда заведет нас сегодняшний день. На самом деле, мой план такой. Сегодня вторник, и по вторникам не так много заказов. А я не хочу, то есть вот смотрите, на карте отмечена это Пасадена, и на ней отмечены хотспоты, то есть точки, где больше всего заказов. Сейчас они серые, потому что я в Глендейле, я нахожусь в соседнем городе, за пределами этой зоны, поэтому она мне не отображается как надо. А мой план, в принципе, сесть дома сегодня и проводить день дома. Как придет заказ, я поеду его сделаю и вернусь опять домой. Вот, если заказов нет, я буду сидеть дома, потому что я больше 20-ки в час не заработаю, все равно, скорее всего. До 20-ки мне и так добавят. Смысл мне гоняться за хотспотами, за этим и тратить свое топливо, если я могу и так находиться дома и зарабатывать те же $20. Вот, попробуем сегодня сделать вялый день. И, ну, правда, не совсем он будет показательным, потому что я не увижу сегодня компенсацию эту. Вот, но я думаю, что это будет выгоднее мне, чем гонять по всему городу. Так, друзья, прошу прощения, что взял заказ без вас, но не доехал я до дома. Я ехал по фривею, и мне прилетел заказ на 9,75. Я сразу нажал взять, вот, съехал и буквально сразу оказался около магазина. Вот такой магазин, его не видно, Валарта называется. Чисто мексиканский магазин, прям чисто-чисто такой. Там все на испанском, все это мексиканский. Так, смотрим, как далеко нам ехать. Я еще даже не посмотрел. Ребекка, Сан-Паскаль-авеню, Лос-Анджелес, да, 11 минут, ну, not bad. Вот 9,75. Я с утра выходил из приложения, поэтому не обнулилось. С утра было $23. Сейчас поедем к Ребекке. Что еще хочу сказать, раз уж мы около магазина, от чего я кайфую в Америке, это то, что здесь много вот таких национальных магазинов. Давайте присяду. Например, вот это чисто мексиканский. Там все прям пропитано духом Мексики. Там все товары такие, ну, и для них привычные. Есть и русский магазин, но в основном это армянский, но разницы нет большой. Это все равно все наши товары, привычные нам. Есть азиатские, есть испанские, то есть испанские, индийские. Ну, то есть тут, в принципе, ты можешь брать с каждого магазина то, что тебе интересно. Например, мы в азиатский ездим за рыбой, за морепродуктами, за фруктами. Я не знаю, в мексиканский, потому что там дешевые какие-то крупы, консервы. В индийском, понятно, специи всякие разные, то есть мы там половину не пробовали даже. Вот, в азиатском, кстати, тоже, ну, по чуть-чуть берем что-то пробовать. Вчера взяли офигенную тему, ну, при случае сфоткаю вам. Ладно, не буду спойлерить, увидите, да. Можно, конечно, все это купить и в одном магазине, но так прикольней. То есть так ты можешь посмотреть, попробовать разные кухни, попробовать что-то такое, что ты никогда бы в жизни не догадывался даже, что оно существует. Вот, ладно, поехали, слишком много слов.
Так, вот такой многоквартирный дом в Лос-Анджелесе. Вот. Боковая дверь. Вот такой вот домик двухэтажный. У всех вот такой кондо. $9.75. Едем дальше. Кстати, а я, по-моему, вам еще не показывал свою наклейку, да, на машине. Давайте маленько потравлю ура патриотов. Смотрите. Как вам? О, смотрите. $7.25. Блин, ну не очень, но рядом. Прям вот 2 остановки. Ну окей, давайте. Давайте сегодня ни от чего не будем отказываться. Едем. Одна минута ехать. Окей, поехали. Так, мы прибыли. Вон он, этот Rite Aid. Это аптека. Вот, но здесь немножко другая работа. Видите, здесь нужно закупиться. Нужно купить Old Spice и еще один Old Spice. Я в аптеке не буду снимать, наверное, дабы не было вопросов. Но в целом вот написано, где оно примерно и какие товары. Вот можно посмотреть картинку, можно посмотреть описание. Что ж, пойду куплю. Но это покупается мне, по почте пришла карта, то есть я оплачиваю ей. Карты предоплаченные от Дурдаша. То же самое примерно есть у Uber. Итак, мы едем к Пабло. Сейчас посмотрим, как далеко. 4 минуты, 1 миля. 1 миля, ну, по 1,6 километра по Лос-Анджелесу. И вот заказ Пабло. 2 дезодоранта. Они у нас вышли на $18, на 17. Ну что, поехали. Смотрите, электрошкаф. Пока мы стоим на перекрестке, здесь очень много, точнее, здесь все электрошкафы, они покрашены что-либо, в какую-либо тематику. Вот здесь они ветераны. Ветеран Пампу. Рождение 29-го года, 1929, смерть 2013. То есть он умер в возрасте 84 лет. Ну, не знаю, какая-никакая память. И вот здесь вот в данной локации пожарные шкафы раскрашены в таком стиле. Где-то собачки, где-то кошечки, где-то там разные демонстрации нарисованы за права человека или за права свободы там, и так далее. Ладно, я поехал. Итак, Пабло нас встречает, я не смогу снять, как я отдаю, но вот мне пришел другой заказ с Uber. Я еще не завершил тот. Но я уже подъехал к адресу, то есть я сейчас пишу ему, я здесь. Сейчас он выйдет, нас встретит, я отдал ему заказ и поедем на следующий в Деннис, ну, от Uber за $8. Что ж, мы заработали за эту доставку $7.25, $4.25 это базовая ставка и $3 это чай от покупателя. Я поставил паузу, потому что сейчас мы едем на Uber. Я стараюсь не брать 2 заказа одновременно, потому что они могут быть в разные концы, и ты либо рейтинг себе подпортишь, либо придется от какого-то отказываться. Ну, в общем, я какой пришел, я тогда второе приложение ставлю на паузу, делаю первое. Потом, когда мне остается минуты 3-5, я разблокирую то приложение, снимаю с паузы и жду заказа. Ну, то есть так получается эффективнее, когда у тебя 2 аккаунта, особенно когда 2 аккаунта оба твоих, то есть и ты никому ни за что не платишь, ну, только налоги потом. Итак, нам ехать 1 минуту, тоже там, по-моему, около $8. Поехали. Вот, смотрите, появился дополнительный заказ попутный, еще на $4. Я не люблю такие заказы брать, но раз уж мы договорились, что я сегодня беру все подряд, то я беру его. Вот. Я не люблю их брать, потому что обычно вот такие дешевые заказы, когда попутно, оно вроде выглядит, что да, там недалеко ехать, но ты приедешь в кафе, там что-то не готово, кто-то где-то потерялся, потом адрес будет 19 этаж билдинга, к домофону никто не подходит, ну то есть вот какие-то вот такие проблемы, что ты за $1 пробегаешь как за 50, как будто бы. Обычно это так, но взяли, окей, будет у нас $12, значит заказ двойной. Едем дальше.
Забрали вот в этом вот кафе в Деннисе, с которого у меня начиналось утро сегодня. Но это не он, но такая же сеть. Итак, теперь нам ехать еще 3 минуты за второй посылкой для Израиля. Jugos Azteca кафе. Поехали. Jugo Azteca. Package for Израиль. Подтверждаем и смотрим, сколько нам ехать сейчас. О, 1 минута. Так, 1 минута, это Карла. Это первый заказ, который за $8 всего в 1 минуте. Ну, повезло, повезло. Едем. Карла оставил нам калитку открытой. Пойдемте посмотрим. Сделали фото, нажимаем подтвердить. Фото грузится. Delivered. Ну, мы заработали $8. Заметьте, я даже не глушил машину. Хотя, в принципе, мы не в Пасадене. Я так делаю в Пасадене обычно. Сейчас мы находимся в Лос-Анджелесе, в даунтауне. Я не люблю эту локацию, но раз меня сюда загнало, я буду пытаться всеми силами вернуться в Пасадену, либо в Глендейл, ну в Пасадену, да. Как я говорю, я хотел сидеть дома. Теперь следующий заказ, который за $4, до него ехать 6 минут. Поехали. Отдал заказ, он просто был в магазине, и я с ним встречался, там, ну, неудобно. Неудобно подходить к человеку и снимать его лицо впритык. Итак, у нас, давайте подобьем итоги. Время у нас сейчас 9:48. У нас $17 на Дурдаше и 23 было утром. То есть у нас $40 на Дурдаше и 8 плюс 4, $12 на Uber Eats. Они здесь пока не отображаются, неохота сейчас кликать плюс. То есть у нас $52 за утро на 10 утра. Ну, это немного, на самом деле нормально, это $20 в час. Вот, но это и не густо, и не пусто. То есть это просто мы вот продали утро до 10 утра за с 6 до 10, получается 4 часа, минус 1,5 часа я возил Катю, заправлял машину, я приехал домой пораньше, там полчаса дома сидел. Ну, то есть, в принципе, 2,5 часа, так и выходит полтинник, $52. То есть, ну вот мы продали утро за $52. Ну, сейчас я постараюсь, вот я поставил маршрут 14 минут, если ничего не прилетит попутно, то я хочу вернуться в Пасадену и ездить все-таки по своему району, он мне нравится, там лучше, там и стены как бы помогают, вот, то есть, поехали. Друзья, взял небольшую паузу, ну, уже оставалось, я поехал в Пасадену в сторону дома, и, в принципе, когда оставалось 5 минут, поставил на паузу, думаю, заеду домой, вот. Попью кофе с запеканкой, Катюша сделала запеканку, наполню себе термос чайком. Вот. И уже, наверное, я отсюда сейчас кофе попью, откликнусь на работу и буду просто сидеть вот здесь вот на диване. Попробую, может быть, даже поиграю в приставку и подожду, когда мне будут падать заказы. Упадет заказ, хорошо, я поеду его сделаю и вернусь. Не упадет заказ, то я буду, в принципе, ну, сидеть дальше, потому что Дурдаш мне оплатит, ну, добавить до среднего, до минимальной оплаты. Вот как-то так. Но это я буду вас держать дальше в курсе. Я повторюсь, это не моя работа, я не работаю так каждый день. Просто сегодня форс-мажор, что сегодня у меня работы нет на моей основной работе. О ней расскажу позднее. И чтобы не сидеть дома, я решил, ну, маленечко конвертировать свое время, ну, хотя бы вот в такие деньги. То есть я не работаю на доставке на постоянке, это просто, ну, подработка, наверное. Я пользуюсь этим вариантом только если, например, ну, вот как сегодня, там утро где-то неохота терять, неохота просто сидеть и тупить дома. Если там, например, Катю забирать там в 12 ночи или там в 5 вечера, а я освободился в 2 дня, например, вот у меня 2 часа есть, мне смысла нет ехать домой, если я там где-то в тех краях, я могу покружиться, где-то поездить, заработать там $40-50. Вот, но доставка это такой, это способ выживания многих мигрантов, большинства, наверное, из них. То есть для поддержания штанов это очень неплохо, если вы работаете где-то. Если вам прям реально нужны деньги, вы можете с утра отработать на какой-то своей работе, а вечером поехать на доставку, поспать утром и опять работа, доставка, выходные, доставка. То есть, в принципе, можно, на этом можно нормально выехать.
10 утра, у нас есть $50. Посмотрим, чем дело кончится дальше. Но как максимум я буду работать до 5 вечера. Потом я заберу Катю и все. И на этом мой рабочий день сегодня закончится. Потому что завтра мне рано вставать, где-то в 4 утра ехать на свою основную работу. Поэтому я лучше посплю. Сейчас, может быть, вы скажете, что зажрался, но я не хочу не хочу загонять сейчас себя прям вот так вот в такие работы. Кстати, смотрите, что у нас есть. У Катюши недавно был день рождения. Вот. И вот у нее такой букетик остался. Ну и вот еще. Это я. Ладно, буду держать вас в курсе событий. Снимем, когда следующий заказ придет. Смотрим. Пардоньте. 6.75. Блин. Фигня. Ну ладно, и что же. Мы сегодня берем все. Поехали. 2 минуты. Только сел поиграть. Что ж, забрал заказ. Вот такой пакетик и вот кола. 6.75, по-моему, или 6.50, я не помню. Показывает ехать 13 минут. Ну, так себе заказ, на самом деле. Я бы его, наверное, не брал бы. А еще Катя мне позвонила, уже не на видео. Мы платим вот такими мани-ордерами за квартиру. То есть это чеки. Вот как вы видели в фильмах, наверное, чеки. Вот это они. То есть мы платим чеками, мы покупаем его, то есть он на предъявителя. То есть человек с этим чеком может прийти в банк и обналичить его. В общем, мне нужно сегодня до 5 завести эти чеки хозяину. Он живет в Монрове, это от нас минут 15-20, так от трафика зависит. Вот, но сейчас мы едем в другую сторону, поэтому мне маленечко это не по пути. Вот, но в течение дня надо будет прошустрить туда съездить. Если не будет заказов, в ту сторону придется ехать просто так, порожняком. Вот, то есть еще маленечко минус из работы. Вот вообще хочу сказать, наверное, отчасти, почему я не работаю на доставке. Ну, в принципе, меня устраивает сейчас моя работа, она мне нравится. И по деньгам нравится. Вот, но почему не работаю на доставке? Потому что постоянно что-то происходит. Тебе постоянно кто-то звонит и говорит: о, а ты же на доставке, да, ты все равно катаешься просто так. А давай мы съездим, посмотрим что-то, давай мы куда-то там за час езды туда съездим, посмотрим автомобиль, а давай здесь. Катя скажет: а давай заедь в магазин, купи здесь, а потом заедь в Армянский, купи что-то. То есть ты вроде работаешь, но тебе говорят туда съездить, а чтобы тебе где-то подгадать время, с кем-то встретиться, ты должен выехать, остановить заявки на полчаса раньше, пока доехал, сидишь, тратишь время. Ну, то есть не очень мне нравится доставка, это мне не по душе, это чисто вот скрасить досуг свой, чтобы не скучать. Ладно, нас ждет Ван, я не знаю, чье это имя, наверное, азиат. Вот, он нас ждет, а мы сидим, болтаем, поехали. Ну что, мы прибыли, смотрим, что он пишет. Leave it at the door. Ага, окей. Оставим у двери. Наш дом 1509, апартмент 2. Вот 1505, вот 1509. Идем туда, берем наш заказ и погнали. Так. Взяли ключ от машины. Хотя мы по Садене, конечно, здесь безопасно, но все же. Привычка, как учил меня батя, всегда забирать ключи из машины. Это, в принципе, правильно. Кто-то выкинул чемодан, коляску, видимо, приехал и решил остаться здесь. Да, бывает вот такой срач. Скоро вывезут. Итак, апартмент 2 у нас. Он написал: пройдите. Вот, пройдите по драйвею. Зайдите с той стороны. Там по центру. Вон вторые двери. Нам туда. Вот так вот выглядит многоквартирный дом здесь, в Садене. Ну, в принципе, классический в Калифорнии. Здесь, судя по всему, небольшие силуэты. Вот есть свой закуток какой-то. Дом какой-то. Вставляем на полу. Complete delivery. Только фото.
Идем. $6.75 без чая. Потому что этот человек, Ван, он оказался жопошником. Не дал нам ни копейки. Знал бы, сколько человек сейчас наблюдает за ним. Наверное, раскошелился бы хоть на $1. Но нет, знаете, что в доме 1509, в квартире номер 2 живет жопошник. Ну, что же, едем дальше. Так, теперь мы продолжаем, запускаем Uber. И, наверное, сейчас мы попробуем доехать до Монровии, отдать мани-ордеры. Если получится, окей. Если не получится, если нас заказ перехватит, ну, сделаем заказ, поедем. Попробуем еще раз. О, смотрите. Это Elementary School. Это школа. Я просто не особо был в этих краях. Вот так вот выглядит школа. Это для, по-моему, с 1 по 5 класс. Elementary. Это улица. Такой райончик для Пасадены не самый, но в принципе норм. Вот смотрите, какой додж Рам красный. Ну что, let's go, my friends, to Monrovia. Так, давайте я сейчас посмотрю, сколько все-таки, какой адрес у нас. Наш адрес 1240 South Myrtle. Давайте 12:40 посмотрим, сколько ехать. «15 минут. Погнали, пойдет». Ну что же, не судьба. Хотя, смотрите, 8.75 в Аркадия, а вот Монровия. Мы едем в нужную сторону. Отлично, друзья. Я рад, вы приносите удачу. Let's go. Так, мы. То есть мы сейчас завезем этот заказ, потом я возьму паузу и завезу мани-ордер. Совместим полезное с приятным. А сейчас нам ехать 2 минуты до Louisiana Fried Chicken. Это нечто типа KFC. Ну что ж, едем в Аркадию. Ехать нам туда 12 минут, а попутно оттуда минут 5 и завезем мани-ордеры. Все складывается чудесно. Сейчас я сразу только поставлю, что после этого заказа у нас будет перерыв, чтобы нас не дергали. Вот и все. Let's go, my friends. Берем наши заказы. Вон наш домик. И идем, несем. Oh, you're welcome. Have a good day. Извиняйте, хозяйка выбежала навстречу. Я не успел вам поснимать. Вот так вот, такой вот райончик. Аркадия тоже очень кайфовый город. Он, в принципе, такой же, как Пасадена, наверное. Вот, и у них фишка в том, что здесь у них на гербе нарисован павлин. И здесь по улицам бегают павлины. Я когда-то снимал, по-моему, выкидывал там шортс, короткий видосик про павлинов. Вот я его как раз снимал здесь, в Аркадии. Ну вот, 8.75, 0 чая. Ну, блин, да. Так, себе заказик. Ну ладно, что-то сделали. Сейчас едем, завезем мани-ордеры и поедем дальше работать. Смотрите, а вот и то, о чем я вам говорил. Вот он, один из них. Они просто бегают везде. Но, если честно, существа довольно бестолковые. И часто едешь где-то, едешь даже, ну, не по фривею, а по дороге, по обычной, по большой дороге. Не по такой... Ты чего на меня смотрите? Смотрите, какие деревья. Вот обычная улочка, такая же, как у меня, в принципе.
едешь по обычной дороге и выбегает просто выводок тебе на дорогу под колеса. Ну, не наезжаешь, понятно, все тормозят, все ездят не быстро, но все равно, тем не менее, это опасно, и у них нет ума, они бегают здесь просто вот туда-сюда, там где-то бегают, кричат, иногда встают посреди дороги, просто он стоит, орет, привлекает самок, там, хвост распушает. Ну, то есть, вот какие-то такие, какой-то мини-парк. Не знаю, тоже данных. Ну, в общем, очень приятный район. Аркадия мне прям нравится. Аркадия, Сан-Марино, Монровия, да, Пасадина, Альтадина. Все вообще супер. Глендейл. Глендейл более цивилизованный, там больше таких комплексов больших. Он более как бы такой современный, но он тоже кайфовый. Безопасный, чистый, крутой. Ну что, друзья, продолжаем. Только подъехал к дому. Вон там вон за спиной мой дом. И приходит новый заказ, 7:50, прям рядом. Ну, поехали. Поехали, сделаем. Забрали наш пакетик. Смотрим, сколько ехать. Ну, там что-то недалеко было, я помню. Блин, хотя Сьюи 304, то есть это комплекс жилой. 5 минут, $8.50. Ну, пойдет, поехали. Чувак написал, что он встретит меня у входа. Но он, в принципе, встретил, он там, где шарики. Вот такая улица, такая у нас Холлистон стрит, авеню, то есть. Вот, 7:50, в общем, мы получили 7:50. Ну, давайте подобьем итоги, но вы же видите, что сегодня день ленивый. Итак, у нас 32:50 плюс 23 было утром, это 55:50 и 12, да, у нас на Uber 55:50 и 12, это $67. На пол-первого почти, 12:23. Вот мы в Питне, в красном, то есть это точка, где наибольшее количество заказов. Ну, сейчас небольшое затишье, потом пойдут обеды, а потом я прекращу работать. И по идее, наверное, с 5 где-то до 11, там можно $20-25 в час зарабатывать на этом. Я просто после 5 не буду работать, где-то в 4:30 закончу сегодня. Вот, ну, пока работаем. Пока вот мы в точке, я сейчас приближусь поближе вот к этой точке. Кто это у нас? Dan Modern Chinese. Вот сюда сейчас поедем на Лейк Авеню и подождем там какого-то заказа, может что-то жирное упадет. По максимуму, на самом деле, насчет жирного, ну, обычно это завязано на то, что если жирнее заказ, то тебе больше ехать, но не всегда, в принципе, так. Однажды, ну всего однажды, правда, у меня было, что мы с Катей поехали, как-то вот так вот, я говорю, давай, может, пару заказов возьмем, вот, я взял заказ, и мне дали чая $50 просто, хотя заказ какой-то минимальный, буквально мы там 4 минуты проехали, вот, там по заказу баксов 8, наверное, и еще $50 чая. Вот, я слышал про 100, про $200 чай, но это исключение. То есть у меня за все время один раз такой чай был. До этого максимум 20 было однажды, а до этого там 10, 5, вот так вот. То есть это скорее исключение. То есть вот я знаю, что, ну, по собственному опыту 200 в день реально зарабатывать. То есть 200, 250, если напрячься, если знать время, там в какое-то время, я просто знаю чуваки, которые работают чисто на этом. Я на этом не работаю, опять же, это вот так подработка, так поугарать просто. Заработать себе на бензин, там на что-то. То есть я на эти деньги не живу. Но я знаю людей, которые у меня знакомые, которые живут чисто на доставке. И, в принципе, ну, им хватает на семью и на них. 200-250 это то, во что я верю. То, что можно делать. Вот, которые люди рассказывают, что я там 300 делаю, 500, 700, ну 300 еще я поверю, но это 300 это воскресенье или суббота, там может быть пятница, то есть это какие-то топовые места, это в какое-то время ты там 2 часа поспал, потом поехал 2 часа поработал, то есть ты ловишь вот такие часы пик, потом ты 3 часа где-то еще ничего не поделал, потом ты еще какое-то время, плюс это надо ехать куда-то, ну не в Пасадене, это надо ехать в Санта-Моника, Беверли-Хиллз, что-то вот что-то вот такое вот, то есть где такие пафосные места,
Я работаю только в Пасадене, потому что мне здесь нравится. У меня рядом дом, мне надоело, я через 5 минут дома, мне там скучно. Вот как сейчас, например, есть точка, окей, я на нее поеду, потому что она прям рядом. Если бы она была бы маленькая, и там я видел, что мало заказов, я бы поехал домой, сейчас бы пил чай, сидел, или там что-нибудь игрался. Ну, то есть вот как-то так. То есть я не гоняюсь здесь прям за суперприбылями, а если бы человек на этом работал, он бы с утра чухнул бы куда-нибудь в Санта-Барбару. Оп. I'm sorry. Извиняюсь. Нет, это ложная тревога. Я думал, что это этот заказ, а это меня Uber спрашивает. Я на Uber не вышел, не нажал, что я работаю. И он меня спрашивает, вы не хотите ли вернуться уже поработать? Я забыл про него. В общем, вот как-то так. К чему я это говорю? К тому, что не стоит верить сильно в то, что люди приезжают сюда и на доставке зарабатывают по 500, по 700 долларов в день. Ну, я не знаю, какая удача должна быть, чтобы так зарабатывать. Лично я в это не верю. Вот, 300, да, наверное, да, можно как-то при должной удаче, но больше нет. Можно заработать, может быть, я не знаю, если там тебе 5 раз дадут по 100 долларов чая, но это прямо удача такая, как в лотерею выиграть. То есть, если там 700 баксов, про которые... И потому что я говорю об этом, потому что я слышал такие истории, да. Я слышал, как на серьезных щах говорят, я по 500 в день зарабатываю на доставке. Ну, блин, удачи. Молодец. Это есть, опять же, вот я слышал лично от людей такие истории, но они говорят, что это было в ковид. То есть в ковид они говорят, там минимальный заказ 20 баксов, вот за это, что мы делали с вами по 5, 7, 8 долларов, там 5 минут ехать. То есть вот они это делали за 20. Да, конечно, базара нет. 500-700 заработать реально было в то время. Но здесь очень многие те, кто приехали сюда в ковид и кто жили здесь в ковид, будь то мувинг, там, ну вот такие вот сферы обслуживания, мувинг и доставка еды, они ловили сверхприбыли, как и на траках тоже водители, а теперь они пытаются всеми силами это вернуть, и они говорят, ну это же было, вот сезон начнется, вот они считают, что то был сезон, а вот сейчас это спад, просто какой-то кризис. Нет. Ну, вот как мой взгляд, как экономиста в прошлом, вот, что это сейчас это нормальная жизнь, а тогда это был скачок просто за счет того, что все сидят дома. А они просто вот на этом только приехали, начали ловить эти деньги по 500-700, о которых сейчас рассказывают в этих, ну, может, уже не рассказывают, давно не смотрел блогеры. Вот, и они считают, что вот то была нормальная жизнь. Нет, то была аномалия. Сейчас нормальная жизнь — это обычные заказы. 20 в час, как и везде. На мувинге 20 в час, здесь 20 в час. Ну, то есть в любую кафешку пойдешь работать, будет 20 в час, наверное, примерно. Это немного, но это жить можно. То есть вполне можно взять себе машину какую-то в кредит, заплатить за квартиру, купить продукты семье без жира. Так, ладно, слишком много слов, поехали работать, а то мы проболтаем весь день, а ничего не заработаем. Забрал заказ в компании Уба-Туба. Вот, судя по тому, что он очень холодный, видимо, там все-таки какое-то мороженое. Вот, итак, смотрим, сколько нам ехать до Жасмин. 18 минут. Фак, хотел сказать 5,2 мили. Ну, что же, ладно, 9 долларов. Раз мы сегодня берем все, поехали. До встречи через 18 минут. 9:27, и надо ехать в Альхамбру. Берем. Окей, взяли. Друзья, я поставлю камеру вот сюда, если вы не против. Буду ехать. Предыдущий заказ я завершил без вас, потому что тетенька работает медсестрой, она написала мне, что я встречу тебя в прихожке. То есть я просто пришел, дал ей пакет и все. То есть, ну, в больницу идти с камерой тоже не айс. Вот, итак, на сейчас у нас час 10 время. Нет, час 18. Не рассмотрел циферку. На час 18 у нас 40 долларов на Дурдаше, плюс 23 то, что было утром, это 63. И 20 долларов у нас на Uber, 22, по-моему. То есть это у нас получается 63 и 22, это 85. И вот сейчас мы взяли еще, то есть у нас будет сотка по итогу на 2 часа. Ну окей, ладно, делаем дальше. Давайте. Ну что, только подъехал туда и прилетел новый заказ в Макдональдсе. Точка от Туайлы на 8.50 в Uber Eats. Посмотрим.
11 минут ехать в госпиталь, да, блин, не люблю я госпитали, ну ладно. Там вечно проблема с парковками, блин, куча этих нюансов, где-то оставить машину, дворецкие гоняют. Ладно, поехали. Поехали, еще 8,50 срубим. Ненавижу парковаться задом, но все американцы паркуются мордами, и у меня там машина подперла, я решил уже, ну, в общем, не перепарковываться. Нам нужно вот это здание, номер 88, Сьюит 420. Let's go. Попробую поснимать. Смотрите, приехал DHL, смотрите, с какой коробкой, то есть картинкой. Москва. Вот такой подъезд. Нам нужна комната 402. Не знаю, какая нам страна, 4 на 4, поехали на 4. Доставка еды такое дело, в принципе, это работа не пыльная, но это не те деньги, на которые прямо вот так, чтобы нормально жить. На прожиток хватит, да, на машину хватит, на еду, на аренду, но впритык. То есть это работа, как американцы говорят, для тех, кто живет с родителями. Вот, для тех нормально. Посмотрим подъезд. Странные ступеньки. Вот такой подъезд. Скромно, но чисто. А вот паркинг их здесь же. 402. О, 420. Господи. Ошибся, чуть было не попутали. 420 нам нужно. Смотрим. 420 that way. В ту сторону. Пожарная лестница. Все еще в ту сторону. Мы не сбились с пути. Я, кстати, однажды работал в этом доме на мувинге. Не помню, с какого этажа, но я прям помню его. Мы перевозили тоже с 3-го или с 4-го. Кажется, с 3-го. Я уже во многих домах работал здесь. Вот он. 420. Оп. So, take a photo. Delivered. Окей. So. Эх, у нас завершилось здесь. И уже нас туда, хотя не очень-то пускает. Пустил. Итак, друзья, у нас сотка. Мы заработали сотку, время 1:50. Медленно, да, это не деньги. Вот, но $100. $100 это, в принципе, неплохо, но по русским меркам, конечно, кто переводит, это 10 000 рублей. Вот, здесь деньги чуточку другие, но как посмотреть? То есть это, в принципе, это сходить с женой в ресторан с алкоголем, там вот в нормальный, в такой, ну, как в нормальный, понятно, что нигде там по $2000 там за что-то, за блюдо, но в обычный ресторанчик можно сходить. Можно всей семьей сходить поесть куда-то. Можно купить продуктов, наверное, дня на 4. На всю семью, на 5 человек. Если ты один живешь, то это недели на 2 тебе продуктов хватит, наверное, за эти деньги. Ну, вот как-то так. То есть, в принципе, можешь купить себе какой-то шуруповерт, например, крутой. Ну, Макиту или там Милуоки, что-то Bosch. Ну, ладно, не буду разглагольствовать. Работаем дальше. Время 2. У нас еще 2,5 часа на работу. Может быть, мы еще сможем полтинник сделать.
Так, друзья, все идет маленечко не по плану. Смотрите, у меня завершилась смена здесь. Вот видите, он какой серенький. Вот, то есть должно быть вот таким красненьким, чтобы я мог выйти на работу. У меня оно серенькое. То есть я сейчас на Дурдаш выйти работать не могу. Если у меня прокачанный аккаунт, если я работаю много, если я на этом живу, то я могу работать в любое время. Если он не прокачан, то я могу выходить только тогда, когда во мне имеется потребность, то есть когда не хватает доставщиков. Вот. Можно работать на Uber, на нем можно работать в любое время, но, как я заметил, может быть, это только мои наблюдения, в каких-то районах города идет хорошо Дурдаш, в каких-то идет хорошо Uber. Я не знаю, может быть, рекламные кампании так были задуманы, может быть, еще что-то, не знаю. Но вот именно в Пасадене идет Дурдаш, то есть Uber идет, так себе. И я не хочу ехать в другой район, то есть я мог бы сейчас поехать в другой район, там добить оставшиеся 2 часа, но я уже не хочу. То есть мы закончили, наверное, на нормальной сумме, на 2 часа у нас было $100. Вот. Из этих $100 примерно, наверное, баксов 10-12, 15 пусть уйдет на бензин, то есть вот заработок $85. Но если вот 100% даже с моим аккаунтом непрокачанным, если выйти после 5 вечера, то можно ездить часов до 11, это точно, нон-стоп. То есть можно сделать 100, 120, 140 долларов за вечер можно, это реально. Плюс, то есть где-то 200 будет чистыми. Плюс сегодня вторник, и среди недели вторник, то есть в самое такое паршивое время мы, в принципе, 100 сделали, это неплохо. То есть сегодня, я думаю, неплохой результат у нас. Ну и подвести итоги, в общем-то, на Дурдаше можно жить, если вы только приехали. Это очень удобно тем, что вы нигде не трудоустраиваетесь. То есть тебе нужна машина, которую ты можешь взять в аренду, например, если как мы брали первое время. Вот, но не для этого, но просто мы ее брали в аренду, пока не купили эту. И просто телефон. То есть ты зарегистрировался, хотя если нет документов, то по первости придется там как-то мутить эти аккаунты, я не знаю. У нас, в общем-то, свои сейчас аккаунты, и все, и ты пошел и работаешь. То есть, в принципе, на прожиток здесь заработать можно. Работать на этом на постоянку, я не знаю. Это для тех, кто вот реально живет с родителями, или для тех, кто живет там, толпой снимают квартиру, например, возможно. Есть очень много вот таких, кто работает на Дурдаше здесь, они живут в машинах. То есть, кто одиночки приехали, они не хотят снимать себе квартиру, они живут в машине, где-то там берут себе за $15 в месяц абонемент в спортзал, там ходят в душ, в баню, в бассейн помыться и живут в машине, то есть между своими сменами. Да, вот такая работа, конечно, я сегодня так лайтово поработал, потому что мне не сильно важны были эти деньги, и я просто убивал время и вам хотел видосик снять. Но если ты живешь вот этим, то, наверное, в принципе, если ты один, то, может быть, есть смысл, я не знаю, пожить в машине, зато потом накопить денег на свою машину, потом еще одну машину пересдать и вот так вот что-то замутить, может быть. Но в целом надо искать другую работу, я думаю, это вот как стартовая работа пойдет, но не более. То есть дальше все-таки, наверное, нужно на что-то перепрыгивать и искать себя здесь. Вот. Ладно, спасибо вам, друзья, за компанию. С вами было намного интереснее работать и веселей. Вот. До встречи дальше в следующем видео. Спасибо. Итак, друзья, больше часа я просидел дома. Дело в том, что Дурдаш, он пускает на работу только, то есть, если у тебя прокачанный аккаунт, если ты работаешь на нем много, то он тебя пускает в любое время на работу. Если у тебя ты любитель, как я, то есть так, это поскольку у тебя не так много там заявок сделанных, и он тебя пускает только тогда, когда есть острая необходимость, когда не хватает доставщиков. Вот, я не мог зайти, а в Пасадене, в основном в Пасадине, в основном лучше работает Дурдаш. То есть там с Убера мне приходила пара заявок, на $4, я их не брал. И вот сейчас, смотрите, мне пришло время, доходит 4, у нас еще есть час на работу. Пришло на 18:50 2 заведения, Дикис барбекю и Лупита. Вот Дикис барбекю, а вон Лупита в углу. Вот сейчас мы заберем там 2 заказа, поедем их отвезем. Если будет время, то успеем сделать еще один и поедем за Катей. Одну половину выполнили, до нее было ехать 8 минут, до Лесли, у него заказ из Лупиты. Вот, теперь осталось ехать 4 минуты, вот сюда я доставлял, но ему надо было отдать в руки, я поэтому вас не взял с собой. И осталось у нас заказ из Дикиса для Мелисы, 4 минуты. Отличный заказ, 12 минут, плюс напротив дома забрать, 12 минут, и мы имеем $18.
8. Вот 18:50. То есть, в принципе, не... как сказать, получилось не за 4 минуты, я его доставил минут за 10, потому что здесь нет парковки. Кстати, вот такой вот многоквартирный домик. Вот, здесь нет парковки, поэтому у меня вышел чуть дольше. Но все равно, в общем, и целом этот заказ вышел минут 20-25. $18 это часовая ставка обычная. На мувинге сейчас 18 не всем платят. Вот такая улица. Маренго. Раньше старая школа у детей была вот по этой улице. Вон туда дальше. Вот такой вот домик. Это какие-то бизнес-центры. Но это уже ближе к центру Пасадина, к прогулочной зоне. Ну, друзья, давайте подводить итог. Ладно, на красивой ноте. За сегодня мы заработали $118. Просто мне сейчас уже за Катей ехать. Уже не хочу больше ничего брать. До 5 часов, получается, до 4 мы заработали $118. 18 мы откинем на бензин. Получается чистыми сотка. Вот. Но я заработал где-то с 6 утра. Но при этом я, в принципе, 1,5 часа с утра был дома. Потом еще я час сидел, даже часа полтора еще дома обедал. Ну и плюс меня не пускало в программу. Короче, я дома 2 раза завтракал, 1 раз обедал. Ну и так не сильно, в принципе, напрягался. Но вот сотка. Если я выйду после 5 работать, я по-любому сделаю еще 1 сотку. Ну то есть вот 200 реально. Вот так они получаются. Больше я не знаю. Ну, надеюсь, вам было интересно. Со мной так же, как мне с вами. Вот. До встречи, друзья. Держите хвост пистолетом. Удачи. Давайте. Итак, друзья, последнее включение. Катя меня сегодня, я забрал ее. Она меня раскружила вот на это. 8 пачек по $4. Да? Да. Это что это? Сейчас покажешь. Вот такие улитки. Пошли на стол сюда. Вот. Вот такие вот в панцире. Там, Я да приложу не в фотку. панцире. Но Это она на панцире. панцире. Это, короче, типа мидия, ракушка, вернее, не улитка, ракушка. Это мидия, там внутри, типа, с фунчозой в соусе в остром, Так с чесноком. Ее просто запекаешь в духовке на 5 минут, реально. Мы вчера попробовали, одну я приготовила, это очень было вкусно. восхитительно, Это да. реально экзотика. За $4 просто 6 штук в упаковке, нам на двоих вообще бомба. Мы еще рыбки пожарили и купили сало. Как ты ее зовешь? Пузанина, Наша да? пузанина, вот реально куски пузанины. Будем Вот. солить, да? Но пузанина не дешевая, кстати, она выходит. Выходит Ну за да. $20 примерно. 21 пакет, 27 второй пакет, Да. то есть $50 2 Вот. пакета. То есть пузанина здесь не дешевая. Дешевле рыбу семгу купить, салмона. Ну да. Вот, чем пузанину. Ну, это точно последнее включение. Давайте, удачи, держите хвост пистолетом.